Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в мою мастерскую. Значит, история такая. Ко мне обратился мой коллега, говорит: хочу нож разведчика. Сможешь изготовить? Ну, я полез в интернет и не составило труда найти вот такой вот чертеж. Спасибо хозяину чертежа, то что выложил его. И надеюсь, он будет не против, если этим чертежом воспользуюсь. Что стоит обратить внимание? То, что гарда здесь очень сильно выражена. И чтобы не изготовить холодное оружие, толщину клинка нужно сделать менее 2,6 мм. Ну или как здесь, 2,4 мм толщина. Ковать буду из такой вот пружины. Литье латуни, вот эту гайку. Ну а также токарная работа по дереву, рукоятку буду точить, и токарная работа по металлу, то есть болванку нужно будет вытащить вот такой тыльник. Ну и самое интересное то, что у меня токарного ни по дереву, ни по металлу нету, поэтому придется что-то изобретать. Я думаю, будет интересно. Вам желаю приятного просмотра, ну а я начинаю.
После закалки слесарки клинок дважды травлю в растворе хлорного железа и закидываю его на голтовку. Вот такой получился Бойстер. Теперь на очереди пильная гайка. В магазинах крепежа ничего подходящего я не нашел. И не придумал ничего лучше, чем отлить ее из латуни. Форму для заливки изготовил из двух кусков вермикулитовой плиты, скрепленных между собой. Изначально болванку, зажатую в шуруповерт, я принялся точить на гриле. Но в этом случае деталь равномерно обтачивается по всей своей неровной окружности. И на выходе я получил такую же неровную окружность, что и до обработки. Меня выручил сверлильный станок и болгарка. Довольно просто мне удалось выровнять деталь по оси и добиться необходимых размеров. Это, конечно, все хорошо, но токарный станок – вещь в хозяйстве незаменимая. Обязательно приобрету при первой же возможности.
Гайка тоже готова. А теперь настало время вспомнить школьные уроки труда, на которых мы дружно точили подсвечники. Первая идея, которая пришла в голову, это закрепить дрель на верстаке с помощью сантехнических хомутов, приколхозить к этому делу заднюю бабку, подручник и выточить рукоять. Но поиск центра задней бабки показался мне довольно муторным занятием. Поэтому имеем то, что имеем. К столу сверлильного станка прикрепил деревянный брусок, просверлил в нем отверстие под подшипник необходимого диаметра, установил подручник в виде шпильки М12 и можно точить, пусть и в не очень удобном положении. За резцы прошу строго не судить. Я их отковал из той же пружины, что и клеймо, и имею очень отдаленное представление о том, какую форму и угол заточки должны иметь резцы. Как ни странно, резцы со своей задачей справились. По итогу получился вот такой вполне себе гражданский вариант боевого ножа. А на этом у меня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.